Добрый день! Этим летом у нас в архиве занимается американский ученый Лэри Юджин Холмс. Он считается крупнейшим специалистом по советской России. У нас в архиве он изучает документы, связанные с историей вятского спорта. Лэри, добрый день! Мы рады вас видеть снова в нашем архиве. Мы знаем, что вас сейчас заинтересовала история футбольного клуба «Динамо». Вот почему вас это интересует? Ну, это интересный рассказ. Я уже болельщик «Динамо» 16-17 лет. Это значит, что недавно я буквально болел, потому что «Динамо» недавно довольно плохо играла. Но болельщики сказали мне, что однажды, много лет тому назад, «Динамо» так хорошо играла. И я хотел узнать, правильно ли, и начал читать об истории «Динамо». И открыл, что да, в 70-е годы очень плохо играли, и особенно в 79 году «Динамо» ужасно играла, заняла 21 место в своей зоне второй лиги из 24 команд. Борис Аронович Коломенский, спорткорреспондент «Комсомольского времени», сказал, что «Динамо» в этом году играла в антифутбол. А потом вдруг чудо, в следующем году, в 80-м году, «Динамо» заняла 3-е место в своей зоне второй лиги, а потом через год, в 81 году, заняла 1-е место в своей зоне второй лиги, а потом выиграла в финальных играх и получил путевку в 1-ю лигу. Это большая часть, потому что в 1-й лиге только 22 команды играют, а в высшей лиге около 20. Это значит, что в 82 году «Динамо» одна из самых лучших команд в СССР. Одна из лучших 40 команд в СССР. Большая часть Киров. А Киров играл в 82 году с командами из Москвы, Львова, Волгограда, Ростова-на-Дону, Киева. Ну, довольно плохо играла. А потом через год последнее место в 1-й лиге. И вернулся в 2-ю лигу. Потому как хорошо играла, потом как плохо играла. Это я хотел узнать, как это случилось. Как хорошо, потом плохо, потом хорошо еще раз. И вы все это нашли в архиве? В этом архиве? Да, вот много драгоценной информации в этом архиве. Есть фонд областного совета «Динамо». В этом фонде не только протоколы заседаний президиума областного совета «Динамо», но там переписка с Российским советом «Динамо», с Центральным советом «Динамо» и много в переписке о проблемах, о плюсах и минусах этой команды. Там постановления, приказы не только областного совета, но Российского совета, Центрального совета. И также есть в этом фонде передачи по кировскому телевидению и радио. И там часто бывают новости о том, что «Динамо» делает. И очень интересно читать, и эта информация помогает мне представить читателям, как это было. Что как люди, болельщики, болели, как они были в восторге, а потом вдруг, как маятник, в расстройстве. Я хочу представить в этом очерке о «Динамо» не только анализ, исторический анализ, как историк, и историю простую, но представить, как это было, как я хочу, чтобы мои читатели чувствуют драматические моменты, много таких, в истории «Динамо», и передачи помогают мне это делать. Возникает такой вопрос.
вы пишете для американского читателя. А будет ли мне интересно знать про наш футбол? Ведь в Америке футбол не так распространен, как бейсбол, например. Да. Но два ответа. Вот вначале я пишу этот очерк как американский историк, и поэтому надеюсь, что читатели на Западе, в Америке, будут интересоваться тем, что я писал. Но я хочу, чтобы перевод был, потому что, когда я пишу о драматических моментах в истории «Динамо», это для кировчан, молодых и ветеранов, можно сказать. Футбол в Америке становится, европейский футбол, не американский футбол, становится более и более популярным. Сейчас у нас высшая лига, можно сказать, Major League Soccer на английском. Эта лига состоит из 22 команд. Почти все очень успешно, то есть много денег и много зрителей, больше, чем в среднем 25 тысяч. Они уже строили много стадионов только для европейского футбола, и поэтому становится более и более популярным. Есть бейсбол, американский футбол, баскетбол, потом европейский футбол в этом порядке. Очень популярно. У нас много сейчас европейские игроки играют для нас. Валерий, а как вы думаете, результатом ваших работ будет книга или Ну, очерк? это очерк уже состоит из 46 страниц без интервала. Я добавлю, наверное, еще 10-15 страниц, поэтому это будет книжка. Да, если еще иллюстрации. Извините, А если еще иллюстрации взять? не помню. Фотографии. О, и надо добавить фотографии, а потом будет не знаю сколько страниц. У меня нет фотографий пока. Да. Ну, вот здесь очень интересные фотографии. Но вы уже заканчиваете, да, работу? Нет, я еще читаю здесь передачи, а может быть будет еще интервью. Я уже брал 3 интервью, очень полезно. Но закончу к концу этого года. Это все будет сделано. Так что на будущий год будем ждать от вас книги. Да. Будем ждать книги. Ну, надо ждать перевода. Ну, книга будет на английском, а перевод не знаю когда. Это трудная, тонкая работа. Ну, остается пожелать вам всего самого доброго, Спасибо. окончания работ и добрых читателей. Спасибо. Сегодня у нас был в гостях американский ученый-историк Лэри Юджин Холмс. Надеемся, что это не последняя встреча с ним, и в будущий год у нас будет презентация его новой книги о вятском футболе.